Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Германии и Европы. В Берлине снова всплыла тема пенсионной реформы. Казалось бы, правящая коалиция Фридриха Мерца уверенно продвигает обновленный пенсионный пакет, но внутри блока ХДС-ХСС случился неожиданный разворот, который поставил под сомнение весь процесс. Разногласия среди молодых депутатов переросли во внутренние споры, и теперь ситуация выглядит заметно сложнее, чем еще пару дней назад. Тем временем автомобильный рынок Германии преподнес сюрприз. На фоне общей экономической напряженности спрос на новые машины вдруг вырос. Особенно интересно то, как резко пошел вверх сегмент электрокаров. Есть и настораживающее событие из одного из самых промышленных регионов Германии – Баден-Вюртемберга. Новый опрос показал растущее беспокойство среди работников, и причины здесь далеко не формальные, а скорее реальные. Речь идет о рабочих местах, перспективах и настроениях перед важными региональными решениями земли Германии. Кроме того, Китай расширяет свое участие на мировом рынке технологий. Новая стратегия в сфере искусственного интеллекта вызывает обсуждение по всей Европе, потому что Пекин заметно расширяет свое присутствие, предлагая решение по более доступной цене. А еще одна новость – это крупная сделка на европейском рынке электроники. Китайская GD получает контроль над компанией Seconomy, в которую входят MediaMarkt и Saturn. И, наконец, новость из мира спорта. На чемпионате Европы по футболу произошел неожиданный эпизод, который вызвал обсуждение качества работы служб безопасности в Германии. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии правящая коалиция получила новые сложности в работе. Победная для них пенсионная реформа может быть пересмотрена. После внутрипартийного пробного голосования фракция блоков ХДС-ХСС неожиданно отозвала сопроводительный проект резолюции, тот самый, который должен был обеспечить поддержку так называемого пенсионного пакета в Бундестаге. Партия, возглавляемая канцлером Фридрихом Мерцем вместе с партнерами из социал-демократов СДПГ, обещала сохранить базовое пенсионное право на уровне 48% от средней зарплаты. Но после внутреннего сопротивления часть молодых депутатов, так называемое молодежное крыло Союза ХДС-ХСС, потребовала переделать условия. В итоге резолюцию просто отозвали. Решение вызвало недовольство внутри партии, а молодые парламентарии отметили, что ощущают недостаток внимания к их позиции. Они считают, что совместная власть демонстрирует двойные стандарты, обещают защиту стариков, но отказывается гарантировать будущее молодому поколению. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже отреагировала. Она планирует в ближайшее время созвониться с Фридрихом Мерцем и обсудить данную обстановку в пенсионной реформе Германии. Следующая новость одна из самых важных для Германии. В Германии опубликовали свежие цифры по автомобильному рынку за ноябрь. И они показывают интересный разворот. Несмотря на экономическое давление и падение доверия потребителей, продажи новых машин в стране выросли на 2,5% и зарегистрировано 250 тысяч автомобилей. Особенно заметен всплеск среди обычных частных покупателей. Рост 10%, тогда как корпоративные закупки слегка уменьшились. Эксперты связывают это с попытками населения обновить машины до возможных новых налоговых правил, которые обсуждаются в правительстве канцлера Фридриха Мерца. Но главное – это резкий скачок электромобилей. Продажи чисто электрических автомобилей выросли почти на 60% до 56 тысяч штук, что уже дает им более 20% рынка. Плагин-гибриды, я вам рассказывал, добавили еще 32 тысячи регистраций. В итоге каждый третий новый автомобиль в Германии теперь либо электрокар, либо гибрид. Автомобильные аналитики уже говорят, страна меняет потребительские предпочтения быстрее, чем ожидалось. Даже несмотря на высокие цены на электроэнергию и споры вокруг будущего зеленой политики, немецкий рынок показывает устойчивый переход к новым технологиям. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. В земле Баден-Вюртемберг, одном из крупнейших индустриальных регионов Германии, усиливается обеспокоенность среди работников. Новый опрос показал: внимание, каждый пятый житель выражает беспокойство по поводу сохранения работы в ближайшее время. Исследование проводил один из старейших немецких центров общественного мнения, и результаты удивили даже экспертов. Особенно выражено в волнении мужчин и молодых сотрудников до 35 лет. Именно они чаще других отмечают, что ожидают возможных сокращений.
Промышленная база региона, а это, напомню, автомобильные заводы, машиностроение, крупные поставщики деталей, переживают трудный период. Уже несколько компаний объявили о планируемых сокращениях, и это повышает уровень обеспокоенности. По данным опроса, только 38% жителей считают экономическую ситуацию в регионе хорошей, а 56% уверены, что дела идут плохо и могут ухудшиться. На федеральном уровне правительству канцлера Фридриха Мерца придется реагировать, потому что юго-запад – это ключевой индустриальный центр Германии, и любой спад здесь автоматически влияет на всю экономику страны. Люди в регионе открыто говорят, что выражают обеспокоенность возможным снижением уровня жизни и неопределенностью перспектив. И чем ближе выборы в земле, тем громче звучит вопрос, а сможет ли власть Фридриха Мерца стабилизировать ситуацию и сохранить эти рабочие места? Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Китай активно расширяет свое присутствие на рынке искусственного интеллекта. Страна использует стратегию активного вывода на мировой рынок большого числа своих моделей искусственного интеллекта, предлагая их дешевле и доступнее западных аналогов. Такая тактика привлекает компании из Европы и из Соединенных Штатов Америки, которые все чаще используют китайские решения вместо дорогих западных технологий. Для обхода ограничений на передовые чипы китайские компании развивают собственное производство оборудования и дата-центров, а государство активно продолжает эти проекты субсидировать. Эксперты отмечают, что таким образом Пекин снижает затраты на разработки и способствует формированию высокой востребованности своих технологий на всем мировом рынке. Аналитики отмечают, что если нынешняя стратегия Китая продолжится, это может заметно изменить положение на рынке искусственного интеллекта, создавая для Пекина благоприятные условия в международной технологической конкуренции и влияя на выбор компаний и правительств по всему миру. И это только начало. Крупнейшая китайская компания GD купила контрольный пакет акций немецкой компании Seconomy, которая владеет магазинами, напомню, электроники, MediaMarkt и Saturn. DG приобрела почти 60% акций Seconomy. Вместе с акциями основателей компании контроль над фирмой теперь превышает 85%. Магазины MediaMarkt и Saturn будут продолжать работу как раньше, закрытие магазинов и массовых увольнений не планируется. GD обещает использовать свои технологии и логистику, чтобы обновить работу магазинов и онлайн-продаж. Сделка должна завершиться в первой половине 2026 года после всех официальных согласований. Эксперты считают, что покупка увеличит роль Китая на рынке электроники в Европе и Германии. А дальше еще есть важная новость. Во время открытия чемпионата Европы по футболу в 2024 года в Мюнхене произошел неожиданный инцидент. Один ютубер пробрался на стадион, переодевшись в костюм официального маскота турнира. Медвежонкой и оказался прямо на поле во время матча сборной Германии и Шотландии. Маскот турнира – это такой персонаж-талисман, который является официальным символом соревнований. Он сделал это с помощью поддельной аккредитации и костюма стоимостью около 3000 евро, и никто его даже не остановил. Этот эпизод вызвал обсуждение эффективности системы безопасности крупнейшего футбольного события Европы. Теперь ютуберу грозит судебный процесс, в его отношении рассматривается подозрение в нарушении, связанное с документами. Специалисты считают, что этот эпизод покажет, насколько уязвимы большие спортивные мероприятия даже при строгих проверках. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.